Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я хотел бы рассказать вам одну историю. Историю о том, как я первый раз в жизни посетил курсы иностранного языка. Эта история поможет вам рассказать о своем опыте. Вы сможете говорить про то, как вы изучаете иностранный язык, например, русский. И, конечно, для этого видео доступны субтитры и PDF-файл. Сначала небольшая предыстория. Я жил в Китае около 2 лет. Я жил там, но я не изучал там язык, потому что я занимался этим проектом и другими делами. Но я очень полюбил китайский язык. И когда я приехал обратно в Россию, то я понял, что я хочу изучать китайский язык. Сначала я изучал язык самостоятельно. Я изучал язык дома. И я до сих пор изучаю язык дома. Многие говорят, что китайский язык очень трудный, что китайский язык сложный. Я так не думаю. Я думаю, что китайский язык не очень сложный. Однако китайский язык требует большого количества времени, труда, усердия, усидчивости и любви. Поэтому я решил записаться на курсы китайского языка в Москве. 2 месяца назад я нашел курсы, которые мне подошли. Тогда я так думал. И 2 месяца я ждал, пока начнется учебный семестр. И вот семестр начался. Я пришел на свой первый урок китайского языка. Как я себя чувствовал? Я был взволнован, я был весь в ожидании первого урока. И, конечно, я был в предвкушении своего первого урока. Урок начался, и здесь меня ждало глубокое разочарование. 90% урока преподаватель рассказывал о грамматике. Он объяснял грамматику и иногда задавал нам какие-то вопросы. Например, ну что, вы все поняли? Хорошо, тогда давайте перейдем к следующей грамматической структуре. И он начинал объяснять следующую грамматическую структуру. В конце урока для закрепления материала он попросил нас перевести несколько фраз с русского языка на китайский язык. И так прошел весь наш урок. К сожалению, первый урок совершенно не оправдал моих ожиданий. Я ушел раньше, чем урок закончился, так как я понял, что здесь я никогда не научусь говорить по-китайски. Главная проблема многих школ – это зацикленность на грамматике и правильности. Ты должен всегда говорить правильно. Ты не должен делать ошибок. Ты должен знать всю грамматику, все нюансы прямо сейчас. Что ж, я получил свой первый опыт посещения курсов иностранного языка. Как я себя чувствовал после урока? Я был подавлен. И, честно говоря, моя мотивация куда-то улетучилась. Тем не менее, я пришел домой и сразу начал искать другие курсы китайского языка. И знаете что? Я нашел уже 4 школы, которые работают по коммуникативной методике. И я записался на 4 открытых урока, первых бесплатных урока, которые я могу посетить и потом уже решить, нравится мне такой метод или не нравится. А сейчас я бы хотел задать вам несколько вопросов, и чтобы вы на них ответили, чтобы вы немножко попрактиковали ваше говорение. На какие курсы Макс записался? На курсы китайского языка или на курсы английского языка?
Макс записался на курсы китайского языка. А когда Макс записался на курсы китайского языка? Два месяца назад. Да. Макс записался на курсы китайского языка 2 месяца назад. Макс записался на курсы китайского языка в Санкт-Петербурге? Нет. Макс записался на курсы китайского языка не в Санкт-Петербурге. Макс записался на курсы иностранного языка в Москве? Именно. Макс записался на курсы китайского языка в Москве. Макс раньше посещал курсы иностранного языка? Нет. Макс раньше не посещал курсы иностранного языка. Как Макс чувствовал себя до урока? Он был взволнован или он был расстроен? Конечно, он был взволнован. Да? Макс был взволнован. А как Макс чувствовал себя после первого урока? Он был взволнован или он был подавлен? Подавлен. Да, Макс был подавлен. Макс был подавлен после первого урока. Почему Макс был подавлен? Почему Макс чувствовал себя плохо? Потому что первый урок не понравился Максу. Урок оправдал ожидания Макса или урок не оправдал ожидания Макса? Урок не оправдал ожидания Макса. Да, урок не оправдал. Это значит, урок понравился Максу или урок не понравился Максу? Конечно, это значит, что урок не понравился Максу. На первом уроке ученики много говорили. Нет, на первом уроке ученики не говорили много. Абсолютно. Кто говорил много на первом уроке? Макс или преподаватель? Преподаватель, конечно, на первом уроке много говорил преподаватель. А ученики говорили много или мало? Ученики говорили мало. Они говорили очень мало. Это эффективная методика для практики говорения. Нет, это неэффективная методика для практики говорения. Это вообще эффективный подход. Нет, это вообще неэффективный подход. 90% времени что изучал Макс на уроке? 90% времени Макс изучал грамматику, да, на уроке. На уроке 90% Макс изучал грамматику. Или 90% времени на уроке Макс изучал грамматику. Да. А сколько процентов Макс говорил? 1% или 10%? Макс говорил всего 1% времени. То есть Макс почти не говорил. А что сделал Макс, когда пришел домой?
Макс решил, что не будет учить китайский, или Макс решил найти альтернативные варианты? Макс решил найти альтернативные варианты, то есть альтернативные школы. Сколько школ нашел Макс? Четыре. Макс нашел 4 школы. А на сколько открытых уроков записался Макс? Тоже на 4. Да, Макс записался на 4 открытых урока. Эти уроки платные или бесплатные? Эти уроки бесплатные. Конечно, это открытые уроки, это демо-уроки, это бесплатные уроки. Друзья, а расскажите теперь вы о вашем опыте посещения курсов иностранного языка, может быть, русского языка. Используйте ту лексику, которую вы услышали в этой истории. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!